Визуал убивает качество. Креатив больше не работает. Такая процедура должна стоить минимум, я не знаю, 50-60 тысяч рублей. Сейчас на сам продукт наплевать, все демонстрируют красивую жизнь. Ну, ты что хочешь? Преподавать или все-таки с клиентами работать? Со своей стороны хочу сказать, что я как раз-таки прям ломала себя в этом плане. Заплачу ей деньги, она сейчас меня намажет, накрасит, в рот мне что-нибудь запихает и будет час меня снимать. А потом я буду в ее инстаграме. И когда это произошло, я просто закрыла студию. 5 на 200. О, у нее базовый курс 1 000 000, она заработала там с базового курса. Мы вместе едем с тобой, да? Да. На финал. Все, Да. вместе едем. Договорились. Всё, договорились. Всем привет! Мы на канале Hanafi Colors Pigments. Меня зовут Эльвина Иванченко, и сегодня у нас подкаст «На диване». Я очень рада встретить Евгению Геращенко. Жень, привет! Привет! Доброе утро! Доброе утро! У нас сегодня с тобой такой ранняя встреча с кофеечком. Да, шикарная, приятная и очень вдохновляющая. Да. Я хочу сказать, что с Женей мы познакомились достаточно давно, да. Мы начали встречаться сначала на конференциях, на чемпионатах, потом у нас даже был с тобой опыт, мы проводили твой мастер-класс, по-моему, мы даже первый, да, в Москве провели твой мастер-класс? Не первый, но был перерыв, да. И потом да. Да, поэтому Женю знаю, дружим, общаемся, и, конечно, сегодня поводов для разговора будет достаточно много. Очень. Да. Ну, смотри, сейчас, получается, начнем с того, что в последнее время очень много разговоров вокруг того, что нужно развивать визуал, и ты как раз тот человек, который про визуал, да, ты сейчас об этом много говоришь, ты с этим выступаешь. А есть те, кто говорят, что визуал убивает качество работы мастеров. Я, наверное, хочу сегодня с тобой очень вот эту животрепещущую тему поднять. Ну, я вообще в визуале как рыба в воде, и все тренды, и все, что сейчас происходит на рынке, очень быстро считываю и очень, можно сказать, быстро переобуваюсь в воздухе. И что хочу сказать? Креатив больше не работает. И, креатив теперь это зло. Есть две стороны медали у креатива и вообще у визуала. То есть есть два лагеря. Вот. Клиентский. Да. И преподавательский. Как, грубо говоря, преподавательский. То есть это совершенно два разных направления визуала, которые должен позиционировать мастер. То есть он должен просто определиться, ты что хочешь? Преподавать или все-таки с клиентами работать? Я считаю, что два этих лагеря нужно объединять обязательно. Вот прям обязательно, потому что век тренера, на самом деле, он же вообще короткий. И вот эта вот популярность тренерская, она тоже достаточно короткая. Только кажется, что там, это будет всю жизнь. Ты такая будешь востребована всю жизнь. Окей. Вот тут еще самый главный вопрос. А кто такой тренер? Кто вообще может стать тренером? Просто сейчас у меня такое ощущение, что каждый второй тренер. Мастер отучился полгода назад, и он уже позиционирует себя тренером. Он уже проводит базовые курсы, он уже начинает проводить какие-то курсы повышения квалификации. А вообще как? Как он может... Нет, есть, конечно, такие просто талантливейшие какие-то мастера, которые действительно прям сразу начинают работать, делать какие-то шедевры, но через труд и мозоли, мне кажется, все должны пройти. Конечно. И через опыт, что самое главное. Через опыт должен пройти каждый мастер. И, точнее, каждый тренер. То есть каждый мастер, который хочет стать тренером. Вот скажи мне вообще, вот как ты на это смотришь?
Слушай, Почему сейчас эра тренеров просто пошла ну, какая-то все сплошная? хотят зарабатывать. То есть эра денег. Эра денег. Сейчас на сам продукт, можно сказать, что наплевать. Все демонстрируют красивую жизнь, что при помощи перманента можно красиво и качественно жить. Поэтому есть спрос, ну, на перманенты. Естественно, никто терять не хочет, поэтому появляются предложения, и все так быстренько становятся тренерами. Вот. И, конечно же, благодаря визуалу, ну, это работает. Ну, Но ты опять говоришь, же, это все теперь уходит. уходит, да. Вот расскажи, уходит. почему. Ну, потому что сейчас наступает такая эра, когда нужно доказать, что ты реально тренер. Доказывать это не сколько своими результатами, а сколько результатами у учеников. Ну, то есть это важно. Да, это точно. И когда нет результатов у учеников, ну, блин, ну как-то это все сомнительно. Да и, конечно же, что есть опыт, есть огромный опыт за плечами, и ты такой можешь этим делиться, и можешь своему ученику, который был у тебя месяц, 2, 3, 4, полгода назад, год, когда он столкнется с какой-то сложностью, трудностью, с какой-то необычной ситуацией, ну, вообще подсказать, ну, что и как, и для чего, и как это исправить. Но когда ты сам еще без опыта и нифига не знаешь, ну, как бы это так, быть тренером. Вот возвращаясь к твоей вот этой фразе, визуал умирает, или как ты сказала? Да, а креатив не работает. Не работает. Да. Вот прям очень мне нравится эта, знаешь, фраза. Мне даже прям хочется прям какой-то заголовок такой сделать какому-нибудь посту. Креатив не работает. Ну, можно сказать, больше не работает. Потому что все ушли. Ты помнишь, на самом деле, ты задала этот тренд, да, с цепочками, с колечками, с красивой подачей. Все круто, но там была исключительно просто невероятнейшего качества работа. К чему мы пришли после этого тренда? К тому, что просто все замылено, все зафотошоплено, акцент на сережке, плюс ты говоришь очень много фейка даже, очень много фейка, да. которые это там помады или еще что-то. Даже не делается процедура, ну то есть она не делается, просто берется визажист, все это красивенько красится, снимается какой-то креативный ролик, либо делаются какие-то креативные фотки, пишется, что зажившая работа, либо это яркая помада, обведенная консилером. Сразу после понятно, что на видосике не видно, вот на таком, на портретном, на среднем плане, там непонятно. Но картинка-то красивая. Ну, написано же, что там. Окей. Ну, то есть и все, и люди перестали доверять. А потому что они пришли на эту картинку, да. но они ее не получили. Не получили, нет. Все. Ну и плюс креатив. Опять же, если мы работаем с клиентами, он клиентов отпугивает. Отпугивает 100%. Потому что клиенты такие думают: о май гад, ну да, она классно делает, она такая молодец, но я сейчас к ней приду на процедуру, заплачу ей деньги, она сейчас меня намажет, накрасит, в рот мне что-нибудь запихает и будет час меня снимать. А потом я буду в ее инстаграме. Не пойду. Ну, как бы, не пойду, пойду у кого все попроще. Просто качественно сделать процедурку, и все. Но подожди, тут даже еще другой момент. А если ты высокооплачиваемый мастер, то, соответственно, и клиент твой абсолютно точно статусный. Да, статусный. И этот статусный клиент, что он ценит? Он ценит время и анонимность тоже в какой-то степени, да? То есть ему вот это вот сверкать там в Инстаграме кого-то, чего-то, ему вообще не хочется. И, соответственно, конечно, он не будет тебе позволять вот такое над собой вытворять. Он и не придет. Он и не придет на это. Он не придет. Да. Я, кстати говоря, тоже у меня было такое, ну, знаешь, не спор, а такое рассуждение, нужно ли выставлять в своем Инстаграме, например,
возрастных женщин, там, например, да, каких-то вот не инстаграмные лица. Как ты вот на это смотришь? Все-таки в любом случае визуал должен быть красивый. И женщины, они тоже, глядя на красивую женщину ухоженную, даже пусть без этого креатива, но они думают, что вот я сейчас приду туда и тоже буду такой же красивой. Как И ты на это сразу смотришь? стану 25-летней. Мгм. Или все-таки, например, женщина 50+, ей все-таки нужно видеть работы на женщинах 50+. Да, ну в любом случае каждый мастер выбирает сегмент, с которым ему удобно работать или хочется работать, и то он и транслирует. Потому что, ну, я, если честно, не сталкивалась даже с мастер-классами работы с возрастной кожей, с кисетными губами. Не Ну, сталкивалась? ну, чтобы кто-то проводил мастер-классы конкретно вот на вот эту тему, нет. Ну, это понятно. Ну, Вот. И просто, и получается, что мы и учимся все-то, ну, и учим на красивеньком, молоденьком. Вот. Но когда мастер выбирает себе сегмент, вообще может зарабатывать много на возрастном сегменте. В том-то и Вообще просто. Так это самые благодарные клиенты. Вообще. Знать, как это делать, и вообще спокойно себе работать. И вот эта вот вся вот эта мишура вообще будет не нужна, потому что там будет трещать о мастере на каждом углу. И там сарафанное радио, во-первых, Там работает. сарафанное радио начинает работать. И Отлично, да. получается, что, ну, Инстаграм можно не вести, а можно и вести вот это вот работы, да. Да блин, сейчас столько красивых, ухоженных возрастных женщин, что даже Их можно красиво из них, преподнести. конечно, и у меня, кстати, были раньше презентации, у меня там были вставки именно возрастных женщин, что их тоже можно круто снимать, круто показывать и прекрасно на этом зарабатывать без вот этой всякой мишуры. Мишура, ну все, ну до свидания, не работает. Сейчас клиенту и ученику тоже. Вот сейчас все насмотрелись вот на вот эти классные картинки, коллажи вот эти невероятные, рилсы там, и пошли, поучились, не получили то, что хотели. И сейчас все начинают смотреть на результаты учеников, на результаты фото, видео, работ чистых, без вот этой вот, ну, подачи суперской. Но я все равно за то, чтобы подать красиво. Это 100%. И за то, чтобы даже зажившую работу, даже свежесделанную работу подать чисто, но все-таки с эстетической стороны, потому что, ну, вот как-то просто сфоткать пяткой или снять видео вот с трясущими руками, ну, тоже не вариант. Нет, этому в любом случае надо учиться. Я просто со своей стороны хочу сказать, что я как раз-таки прям ломала себя в этом плане. То есть я видела, у меня была насмотренность, я, конечно же, за всеми следила, кто красиво ведет Инстаграм. Я в любом случае, даже если, вот знаешь, вот бывает такое, открутить Инстаграм на начало своего пути. И вот сейчас, конечно, разница есть, безусловно. И мы действительно в любом случае должны и красиво снимать, и показывать с помощью видео. Да? Вот давай вот про это поговорим. Все-таки видео очень круто как бы передает качество работы. Там уже не замылишь, не заретушируешь, и если особенно это с макролинзой сделано, я поэтому тоже топлю именно вот за видео. Да, видео очень важно. И у тебя, кстати, на странице и очень много видео, и у меня очень много видео. Я прям за то, чтобы, ну, реально показывать видео. Еще, знаете, было бы так прикольно, чтобы эти работы, которые, ну, вот мы снимаем, показываем, еще вот хочется снять и показать, что это все делается быстро. То есть, да, кстати, вот, давай поговорим про это. Как ты вообще смотришь на то, что некоторые тренеры делают просто свою работу, да, они ее вылизывают, там все, она красивое видео будет, но она была сделана за 5 часов, 6 часов.
Ну как это вообще возможно? Мы же не можем так работать с Не клиентами. можем с клиентами. Такая процедура должна стоить минимум, я не знаю, 50-60 тысяч рублей. А Чтобы... кто захочет кто лежать на кто процедуре еще 6 5 да. часов? Еще и за это отдавать 50 тысяч. Да, ну, никто не хочет. Ну, поэтому вот еще, конечно, надо что-то такое придумать, как доказать, что вот эта работа сделана там за 1,5 часа. Ну, как бы, Ну, как? 1,5-2 Ну, да. 2 часа в среднем, да? Вот Да. у меня тоже я закладываю на первичку Да, 2 2 часа. часа. Да. Коррекция час. Да. Обновление в зависимости от того, какой остаток, максимум 1,5 часа. Что Мгм. губы, что брови. Блин, ну я правда, не понимаю, зачем делать работу просто для видосика или для фотки и вылизывать ее 6 часов. А, кстати, тоже... Это обидно, это неправильно. Потом приходит на мастер-класс, а тренер просто 5 часов делает работу. Слушай, а вот у меня к тебе такой вопрос. А в студии вот у тебя мастера, да, получается, у тебя как-то вот заложено какое-то прям максимальное время? Есть какой-то тайминг для мастеров? Конечно, то есть я забочусь о времени клиентов, но у нас все так немножко хитренько. Мгм. У нас есть администратор, который заблаговременно, когда клиент записывается, просит фотографию. Мгм. И когда она видит фотографию, тут тоже такая прям афишечка, может быть, кому-то она будет полезна. Она сразу, видит, во-первых, внешность, Объем. типажность и объем работы. Мгм. И, допустим, если, допустим, там губы, брови, понятно, что портфолийные, что это можно сфотографировать, то она закладывает чуть-чуть побольше времени на то, чтобы, мастер могла сделать фотографию. И клиенту сразу пишет, что, там у вас там широкенькие брови или там крупные губы, поэтому там на ваш там объем работы будет 2,5 часа. Но мы сюда, допустим, закладываем, немножечко для портфолио работы, для того, чтобы не работать отдельно с моделями и наполнялся как-то контент. Ой, какой классный лайфхак, просто Да. шикарно. Потому что у нас как раз-таки вот прям... Ну, а с этим бывает проблема. такое, что правда, приходят, там, допустим, мы закладываем на процедуру 2 часа, а приходят, допустим, маленькие губки или вот прям совсем тоненькие бровки, а там работа на 1,5 часа. Ну, понятно, что всегда есть чем заняться, убрать кабинет, там что-то поделать, но а если вот так? А если вот так? А там нужно 3 часа. И поэтому вот когда начались такие ситуации, я начала прям требовать, чтобы была прислана фотография и определено количество времени. Потому что правда бывает прям. Слушай, вообще прям. Расскажи мне, вот сейчас настолько мне это интересно и актуально, потому что у нас тоже студия. Я знаю, что у тебя уже такая профессиональная, и ты уже такой управленец профессиональный. Как ты работала вот над этим? Как ты вообще следишь за качеством работы? Вообще, какая у тебя команда? Как это все происходит? Как ты организовала вот это все вот прям вот сначала, да? Потому что я думаю, что каждому мастеру будет интересно, как вырасти, допустим, с мастера обыкновенного, да, который просто работает сначала в кабинете сам, до студии. Как ты вообще команду формировала? Это так сложно. Я просто вот от себя могу сказать, что важно же еще и вот это вот командный дух и вот эти отношения внутри. Ой. И я видела, что у тебя просто они какие-то, я не знаю, они просто дружеские, они прям семейные. Да, Вот всё, расскажи мне про семья. это, мне очень это интересно, я думаю, что это многим будет актуально. С чего началось, как вы выросли к этому. И потом, конечно, мне хочется кое-какие тебе задать вопросы про бизнес-проекты, про бизнес-процессы. То есть время процедуры, там, как вы с клиентом общение, то есть какой сервис даже, так, в 2 словах. Короче, я не знаю, но мне в этой жизни как-то все так просто. Мне повезло, то ли я просто такой человек, у меня нет замороченности какой-то и вот какой-то маниакальной подозрительности ко всем. И у меня вообще все просто. Я вообще в 18 лет открыла свою первую студию. Вау. Прикинь, 18.
Я сейчас как подумаю, думаю, тупой человек, вообще максимально. 18-летний ребенок, ты бы даже сказала, да? Открывает свой салон. Вот. Ну, мне так захотелось быть директрисой. Но я была мастером. Я вообще начала с татуировки. Потом открыла студию ногтевую, потом я расширилась до ногтей парикмахеров, там, потом я визажистов посадила, и ресничников, ну, короче, вот это все. И у меня были такие периоды, что я открывала огромный масштаб, умела его распиарить, раскачать, потом все это вот так закрывала. Ну вот бывает такое, периоды в жизни, надоели люди, не хочу. При этом я всегда работала мастером, всегда, никогда не уходила от работы руками. Это очень важно. Человек не может просто сесть и быть директором. Я не могу. И у меня для вообще работы в управлении есть управляющая. Вот. Управляющая. Шикарно. Я хочу быть классным таким просто сотрудником. Угу. Ты как будто бы в них, внутри команды. А я с ними... То есть ты не над ними, Нет, а ты внутри я вместе команды. с ними. Классная тема. Я с ними вместе, я разрешаю управленцу управлять мной, моим временем. Я могу разрешать, чтобы меня поругали при всех. То есть я прям вот с ними. И я, конечно, вот так хожу и говорю управляющей, зайди в кабинет. И вот скажи, что там на 3-й полочке у нее там бардак. Но это делаю не я. И таким образом ты не портишь отношения. Не порчу. О боже, как это вообще гениально просто. Да. Скажи то-то, сделай это. У меня очень, я уже, получается, больше 20 лет, как, во всей этой теме. У меня столько накопилось фишек, если я вам расскажу, вообще это будет... Тебе надо курс какой-нибудь записать Да. по организации бизнеса Да. и по фишечкам. Но тоже у управляющие тоже должны быть свои интересы, хорошие ЗП. Причем я люблю давать ЗП не со своего кармана, а чтобы она еще и сама заработала. Сама что-то подняла, что-то сделала. Я просто даю возможности, она их использует. А она сама придумывает эту Я идею? придумываю. То есть ты придумываешь идею, она ее реализовывает, и получается с этого, допустим, какой-то Она доход. получает, доход. Для того, чтобы ей было интересно со мной работать. Для того, чтобы она все держала. По сути, у тебя с ней прям партнерские отношения с управляющей. Можно сказать, что да. Какой-то бизнес я вот так взяла, вот так отчикнула и вот так отдала ей. Для того, чтобы она 80% бизнеса держала в ежовых рукавицах. Но в 20 возьми на, главное, чтобы тебе было интересно. Но для этого я ничего не делаю. Мне важно, чтобы там тоже поднялась попка со стульчика и что-то делалось. Не делается, это ее проблема. Вот у меня тогда к тебе такой вопрос. Ты сразу нашла такого управленца? Нет, конечно. Нет, не сразу. Мне кажется, вообще свои люди ищутся не сразу. Не сразу. Они приходят, наверное, на запрос. Так получилось. А тебя предавали вообще в таком прям вот мастера, например, или еще что-то было прям предательство? Конечно. И не один раз. Если не секрет, понятное дело, что мы не будем там имен называть, но просто какого рода предательство ты считаешь предательством, например, даже, да? У меня был салон, где тоже были ногти и перманент. То есть и у меня был мастер по ногтям, который приехал конкретно ко мне работать с другого вообще города. И мы очень круто работали. Все классно. И у меня есть такая чуйка, я прям чувствую, что намылила лыжи. Вот я не знаю, есть такое? Бывало? Оно прям чувствуется. Ты знаешь, у меня на каком уровне это бывает? Я понимаю, что если к этому человеку у меня сначала какое-то внутреннее отношение прям максимально близкое, радушное, то в какой-то момент я начинаю
чувствовать, что оно теряется. И вот на этих вот таких очень тонких чувствах я начинаю понимать, что это не просто так у меня это чувство возникает, а значит, я считываю человека, значит, он уже что-то начинает в отношении там, меня, или, может быть, у него какие-то мысли появляются, да, что он уходит из моего поля. Это круто. Потому что, несмотря на то, что нас всем говорят, не дружить с коллективом, не общайтесь с коллективом, мы их чувствуем, когда мы с ними прям в таком контенте с друг с другом. В тесном общении. Да. Когда мы с семьями знакомы, когда вот эти корпоративы, когда вот это вот все близкие отношения, мы вот это все чувствуем. Поэтому, понятно, что вот был, все случился такой момент, но я это чувствую. И я понимаю, я подхожу и говорю, у меня вот такие вот ощущения. Я не молчу. Я говорю, у меня вот такие вот ощущения по отношению к тебе. И мне кажется, что вот-вот произойдет. Мне говорят, нет, ты что? Да тра-та-та. Я такая выдохнула. Ладно. Но это все осталось. И я решила пустить, на самотек. Думаю, да будет что будет, то будет. От этого мне плохо не будет, ей плохо не будет. Что случится, то случится. Но случилось это в самый ужасный момент. Вот это самое и есть, наверное, вот этот момент предательства, когда ты спрашиваешь, ты все? Да. Окей, скажи честно. Да, уйди и все. Да, никто ты же уже не приняла держит. решение. Да, в голове в своей. Да. Но предательство заключается в том, что человек заложил такой люфт, да, для квантового такого скачка, чтобы забрать клиентов, чтобы успеть заработать у меня, закупиться, приготовиться, вот это самое обидное, когда тебя начинают использовать. Ты приняла решение, свали вообще и все. То есть я прихожу, как раз это перед Новым годом, когда представляешь, вот эти все готовят ноготочки свои, вот это вот все, когда нон-стоп работа, клиенты, когда вот эта вся суета. И ты приходишь на работу, а тебе пишут клиенты в личный телефон и говорят, а вы что, переехали? Я говорю, нет, мы не переехали. А Юля написала, новый адрес. Юля знает эту всю ситуацию, она посмотрит это интервью, у нас с ней сейчас прекрасные отношения. Я сейчас тоже расскажу свою историю. Похожие очень. Прекрасные отношения, да, но она молодец. Меня использовала, она приготовила площадку для новой работы. Для отхождения, да. Все закупила, все приготовила, взяла всю клиентскую базу, всю запись. И просто новогодние эти чёс, как говорится. Но мне все равно, деньги, не деньги, там, это само это предательство, конечно. И когда это произошло, я просто закрыла студию. Я ее продала с мастерами. Настолько мне было плохо. Настолько я со всеми в таких отношениях, что я просто закрыла все и сказала, я больше никому не отдам ни грамма, ни частички своей энергии. Я больше ни в кого не вложу душу, знания и денег. Никому, блядь. Все закрыла. Я продала. Обиделась. Всё. Я обиделась. Я очень обидчивая. Когда ты так, когда вот так, а тебе вот так, и ты просто разочаровываешься во всех людях. Я такая. Я закрыла все, ушла, взяла своего мастера по перманенту и ушла, сняла кабинет, продала свой этот салон, купила себе крутую тачку на эти денежки и просто кайфовала от того, что у меня больше нету этого всего. Бремени ответственности. Да. Еще и за все, за это все. Ответственность, да. У меня просто была такая же, очень похожая ситуация. Ты вообще рассказываешь про многие моменты своей жизни, да, как одно, второе, третье.
И очень сильно откликается, потому что прям очень похоже. Но, может быть, я думаю, что многие мастера, которые будут смотреть этот подкаст, у них тоже это будет откликаться, потому что, мне кажется, вот этот путь многие проходят именно вот такой же. У меня тоже был сначала кабинет, потом у меня был салон, в котором тоже были и ногтевики, и парикмахеры, и мастер перманента, да, там у меня еще был, и косметология. И вот у меня была такая же ситуация, я просто тогда, помню, улетела в Америку, но мы уже с ней вместе говорили, что да, мы уже закрываем как бы салон как салон и хотели открывать вместе именно конкретно студию по перманентному макияжу и учебный центр. И когда я вернулась, вот тоже у меня был такой неприятный разговор, она говорит, ну как бы нет, мы идем дальше порознь. Я тогда это восприняла как предательство. Сейчас у нас прекрасные отношения. Может, Арина тоже увидит этот подкаст. Вот, прекрасные отношения. И она меня благодарит как бы за опыт, который она получила вместе со мной, потому что вот даже недавно мы были на конвенции Vibe, ты тоже там была, и она тоже была, и мы сидели вместе на гала-ужине. Она такая говорит, слушай, вот спасибо тебе, ты для меня отчасти вот прям такой открыватель вот этого мира перманентного макияжа. Но я, когда осознала, что если бы она со мной осталась, она была бы в тени, она хотела, вот ее амбиции, ее эмоции внутренние, да, они хотели большего. И она, уйдя, она выросла, очень сильно выросла. То есть она даже вот на конгрессе тоже была спикером. В общем, на самом деле у нее своя студия уже, она занимается обучением. Она действительно очень крутой и опытный мастер сейчас. Ну, это такие прям, вот знаешь, очень философский вопрос, да, вот где предательство, а где не предательство, где нужно отпустить просто человека. Но есть и такие ситуации, как вот опять-таки, да, я тебе рассказывала про то, когда мастер тебя подставляет именно перед твоими клиентами, когда ты зарабатываешь просто трудом и потом, временем, репутацию, а он берет ее просто и вот так роняет и перечеркивает просто вот одним поступком. И тут я хочу сказать, что я могу быть очень жесткой. Вот несмотря на то, что отношения достаточно... Я люблю выстраивать дружеские тоже отношения. Вот у нас в студии какая-то там, не знаю, ситуация, все там еле-еле бегут, спрашивают какие-то там, не знаю, советы, даже жизненные. Мы вот можем сидеть там, перетирать какие-то ситуации. Но если вот какое-то такое вот такая ситуация, вот я даже считаю, что это даже больше, наверное, предательская ситуация, когда вот репутацию просто роняют, я могу прям очень жестко поступить. Но для меня все равно в коллективе очень важны семейные отношения, потому что мы, можно сказать, 70% своего времени проводим там. Да. И вот эта вот атмосфера, мне кажется, она должна быть дружеская, семейная, благоприятная, веселая. Понятно, что у всех там девочек есть ПМСки, и мы можем где-то там... Женские коллективы, они такие. Да. И, в любом случае, это всегда прости, извини. Все уже поцеловались, поплакали, и все забыли. Все хорошо. Как-то вот, задушевность все-таки. Я тоже. Еще знаешь, что хотела, вот, кстати, вот немножко как раз плавно перейти в следующую тему, это то, что я видела, особенно весь прошлый год, как ты вытаскивала своих девчонок на конгрессы, и как для тебя важно, чтобы они тоже росли в этой сфере, и нет такого, да, ощущения, так, сиди-ка в своем кабинетике и работай просто чисто с клиентами. Вот у меня тоже, для меня, наверное, победа моих девчонок, она даже слаще и приятнее, и важнее, чем своя собственная. Да. Вот скажи, вот расскажи, то есть ты, это же важно. Мы сейчас, кстати, с моей Лизой будем участвовать в чемпионате в одной категории. Вместе. И так прикольно. Она, конечно, не переживает, но она говорит, а если я выиграю, ты проиграешь? Я говорю, да я буду просто писаться кипятком.
от радости, что ученик превзошел учителя. Это же круто. Да. Просто невероятно круто. Поэтому я говорю, даже не переживай. А мне важно, чтобы в коллективе все были с регалиями. Вот. Все. И для меня тоже. И чтобы они себя ощущали прям вот супер-мега звездами, потому что вот это внутреннее ощущение, оно же должно окрылять, понимаешь? Что ты прям вот, ты классный, ты крутой мастер. Как только ты себя так ощущаешь, ты, мне кажется, даже работы автоматически делаешь крутые. Да. Если есть вот эта вот доля сомнений, вот этот вот самозванец внутри. Самозванец. Но он в здоровой форме должен быть. Да. В здоровой форме, а не вот в этой вот вечной форме, что ой, нет, все фигня, все плохо. Ну давай перейдем тогда к конгрессам. Просто прям вот мы же с тобой там и познакомились. Да. Вот для чего они вообще нужны, эти конгрессы? Вот как ты считаешь? Вообще это не слив ли денег это? Знаешь, вот я часто слышу, я там потрачу, слушай, тут две стороны медали. Тоже, как везде. Как везде. Я начну с медали, что все-таки медийность это плюс. Да, безусловно. И мы не раз уже наблюдаем за известными людьми, у которых мы учились, в свое время, когда они вот стояли на сцене, мы с открытым ртом на них смотрели и тоже туда хотели. Да, так и было. Вот у меня я смотрела, я хочу туда. И я так же. То есть, мне кажется, людям, которые туда не хотят, вообще ничего не надо. Да. Вообще. Вот прям надо приехать на конгресс, сидеть и вот так вот встретить. Я тоже так хочу. Да. Вот тоже так хочу. Тогда начнется твоя вот это вот твой путь туда в рост, и ты точно будешь прокачиваться. И когда вот наши тренера, менторы тех годов прекращали свою медийность, они реально куда-то ушли. Их не слышно, не видно. И они забываются. А когда ты все-таки мелькаешь на том мероприятии, понятно, что подписчики наши, они же не видят нас постоянно. Куда-то пропали из радаров. Им стал кто-то другой более интересен. А тут раз на какой-то конференции мелькнула Эля. Она такая: о, Эля, что-то я давно ее не смотрела. Тыкнула, зашла, а у Эли уже вообще другой контент, какая-то другая движуха, интересно, начинают следить, начинают приходить на новые какие-то знания, еще что-то есть, ой-ой-ой, она с такой темой крутой выступает, я туда поеду. То есть все-таки медийность это классно. Ты вот тоже так считаешь? Я тоже так считаю. Это вот прям, знаешь, я бы, наверное, как такой структурированный человек, я бы, наверное, прям, знаешь, по пунктам прям. Медийность — это пункт 1 плюса, да. Второй пункт — это комьюнити, это нетворкинг, просто какой-то бешеный. И мне кажется, что именно вот в нашей сфере есть, конечно, те, кто между собой и соревнуется, и мы, может быть, где-то все равно немножко между собой тоже конкурируем. Да, конкурируем. Мне кажется, мы на конгрессах не конкурируем. Но на конгрессах ты просто прям на таком прям каком-то вайбе, вот как на последнем вайбе. Слушай, прикол. Мы когда же выступаем все на кушетках, на показах, это у меня было такое, что кто-нибудь стоит, а там больше народу, а у нее там больше народу. Стыдно, но капец. Было такое, мне кажется, это нормально. В самом начале, когда я начинала выступать, вот такое было прям, посмотри, у нее больше народу. А потом ой, вообще все равно. Да, они мигрируют. Сначала там чуть-чуть побольше, потом к тебе подходят чуть побольше. Тут такая история все равно. Но вообще, в принципе, мы особо не конкурируем на этих. Нет. Да. На конгрессах все как-то так проходит прям гладко, мягко. Даже какие-то одна тема, но с разных сторон, разные мнения, они как-то высказываются. И все как-то по-доброму. Да.
И воспринимается как-то это все, ну, нормально между собой. Ну а потом даже, например, даже если вот условно делать 3-4 мастера одновременно одну и ту же процедуру губы, но все делают на разных производителях, на разных производителях пигментов, да, тех же самых. Да, разные техники. Разные техники, разные чуть укладки. И ты, конечно, подходишь, там какой-то лайфхак посмотрел, увидел, там посмотрел, там. Нет, я считаю, что, конечно, конгрессы это мега крутые мероприятия, где ты 100% растешь. Но и есть, как ты говоришь, вторая сторона медали. Вот давай-ка мне про нее расскажи, что ты имеешь в виду. Ну, в любом случае мы медийные, публичные, да, и это сцена. Да. И это колоссальные затраты. Да. Колоссальные. То есть тебе нужно хорошо выглядеть, тебе нужно заказать визажиста, стилиста по прическе. Тебя тут намажут, здесь намажут, тут уложат. А наряд? Ты не можешь повторяться вообще. Да. То есть, если ты на одном конгрессе в этом уже выступил, на второй конгресс ты уже на сцену, ну, как бы такое себе, да? Да. Ладно, ты пошла на сцену, а потом же еще вечер. Вот. И еще ж гала-ужин. Это минимум 2 наряда. Да. А плюс покушай, на такси съезди, туды-сюды. Погуляй. Да, прогуляйся. И, ну, вылетает, конечно, это все в большую копеечку. И вроде все и классно. А с другой стороны, ты и не работаешь, просто веселишься и тратишь денежку. И вот иногда думаешь, нафиг это надо. А потом опять ты возвращаешься к тем, кто ушел от этого и сказал, ну как бы нафиг. И ты такой думаешь, нет. Ну хорошо, ладно, давай возьмем, я, например, вот немножко по-другому на это смотрю. Но у нас же есть какой-то бюджет, который мы закладываем на рекламу. Ну, вот просто реклама, там, Яндекс реклама, там, не знаю, еще какие-то многие... Слушай, но я вот этим всем не пользуюсь. Никогда, ни разу, ни рекламой, ни таргетом, ничем не пользовалась. Но смотри, вот в Москве, например, без этого, мне кажется, не прожить. К сожалению. Научи. Да. Потому что конкуренция просто бешеная. И смотри, в Москве вообще клиент очень избалованный. Знаешь, до какой степени? Если ему в течение 15 минут не ответили, вот мы как раз с этим бьемся, да, тоже с админами, с нашим сервисом. Ты ему пишешь через полчаса, через час, он говорит, я уже в другом месте записался. А пришел, это потому что такой вот горячий клиент, женщина очень такая, знаешь, существо импульсивное, вот ей прям вот здесь и сейчас, и сию секунду надо. А я привыкла к другому отношению. Вот, да, то есть... Нет, там хотят только эксклюзив, только к тебе, да. И будут ждать 2 дня, пока я отвечу. Да, к тебе, ну, то есть у меня тоже такое есть, именно лично ко мне. Но когда ты управляешь студией, в студии ты вроде бы уже и сделала из нее там какое-то определенное имя, да, и говоришь там, и там про тебя говорят, и здесь, вот в Алель студии все хорошо. Но она в любом случае где-то даже немножко обезличена же. То есть там человек записывается не к конкретному человеку, там, не ко мне, да, меня ждут, да, у меня запись там наперед, и они ждут, и впихиваются, и в окошечки, и в так, и сяк, и подстраиваются, и работу, знаешь, там отменяют где-то или отпрашиваются с работы. Я говорю, нет, у меня только один выходной, который я работаю, это суббота, и суббота расписана уже там до июня на сегодняшний день. А люди работают. Естественно, здесь мы закладываем в любом случае бюджет определенный в рекламу. Да, то есть это, безусловно, там и Яндекс, и Тугис мы тоже там представлены. И работа с блогерами тоже нужна. А блогеры некоторые не хотят идти по бартеру, не хотят денежку получить за какие-то вещи, да. Поэтому, когда, например, я говорю, да, про какие-то такие вещи, опять-таки, это даже контент для клиента, который смотрит и говорит, а мой мастер, она такая, она крутая, она звезда.
Я хочу только... Нет. Это такое, знаешь, какая нативная реклама такая. Понятное дело, это личный бренд, безусловно, для над ним. регалий, для Да. вот этого всего, для медийности, для клиента, это, конечно, очень важно. Я сейчас тебе еще один провокационный вопрос задам. Ага. Скоро же будет Вулоп. Ага. И я знаю, что ты будешь в нем участвовать. Угу. И я тоже. Угу. А для чего нам это нужно? Скажи, пожалуйста. Адреналин. 100%. Не, я правда очень хочу. Но ты когда последний раз участвовала в чемпионатах? 3 года назад. Я последний раз просто собрала везде все в 19 году. Дальше я готовила. В 21 году, наверное, мой последний был. А я в 19-м. И что получается? Что ко мне обращаются за подготовкой. И, знаю, что я чемпион. Но сейчас же все по-новому. И несмотря на то, что я судья, и я вижу, что выигрывает, я с этим не согласна. Порой, да. Я хочу, чтобы выигрывало что-то очень сложное, что-то мега-вау. И я хочу вот с этим вау, вот с этими сложностями поучаствовать. Получится, не получится, не знаю. Но мне вот хочется все-таки как-то вот попробовать свои силы еще раз. И, конечно, если получится, я хочу. Я хочу на мира. Да. Я хочу. Но если и не получится, это все равно классно. Я буду в следующем году. Угу. И через год, и через 2, и через 3. Но я попаду на это мира. Попаду. Ты для себя поставила такую цель? Я хочу, да. Ну, ты понимаешь, что ты меня сейчас не удивила? Потому что у меня ровно такие же чувства. А ты первый раз идешь? Смотри, так получилось, что и ты, и я, мы с тобой перескочили вот этот вот, как это сказать, момент быть участником Вулопа. Когда появился Вулоп, нас уже начали приглашать в качестве там спикеров и судей. И на Вулоп меня начали, и тебя тоже. Мы в Вулопе начали участвовать именно как спикеры и судьи. Там, Да. То есть мы там и в Германию приглашали, и тебя там тоже в Казахстан, какие-то другие страны. Там в Египте была в прошлом году. То есть полуфиналы в других странах. И в России как-то я даже... у меня каждый раз был такой порыв попробовать поучаствовать. Но когда тебя приглашают, например, судьей в другую страну, и ты такой думаешь, это же, по-моему, даже и по правилам нельзя, да? Ну, нельзя. И ты типа такой, это престиж. Да, и ты вроде как, ты же уже судья, что ты идешь участвовать. А теперь я в этом году тоже совершенно пересмотрела это все, и у меня прям вот острое желание тоже было, есть поучаствовать. И я тоже иду. Как ты переживешь? Если вдруг... Если будет поражение? Да. Слушай, будучи... Вот я прям сейчас, знаешь, так философски к этому подхожу, потому что, будучи уже судьей и до этого будучи участником, я понимаю, как много зависит вообще не от тебя. Угу. Это прям и фортуна, и модель, и я не знаю, что еще. Это прям какие-то, я не знаю, как должно, там все должно совпасть. И несмотря на то, что там ты можешь сделать в своем кабинете просто какой-то невероятный шедевр, прийти на чемпионат, можно сделать неплохую работу, но она не чемпионская. Все. Да, даже не плохую, а просто трэшовую от волнения. От волнения. Иногда бывает, ты знаешь мастера. Потом после увиденной работы, да, ты знаешь мастера, узнаешь, кто сделал эту работу, и просто подходишь, обнимаешь его и говоришь: ты чё так волновалась? Ты же вон уже, алло, как? Он говорит: я не знаю, что произошло, но меня вот так всю процедуру трясло. Тут вообще, просто вот я не знаю, какая у меня будет реакция на чемпионате. Вообще не знаю. Я тоже не знаю. Как я волноваться. Хотя мне все говорят: ты же вон делаешь показы там со сцены на там 500 человек. Не трясешься же, делаешь все как нормально. Что тебе там села? Я говорю: я не знаю. Мне кажется, как организм, да, отреагирует, как психика сработает. Потому что уровень ответственности, потому что Вулоп, это прям самый, мне кажется, вот уже
как это сказать, финальный такой. Да, это просто уже Если ты там берешь, космос. Ты это в космос. да, ты уже в космосе, значит, ты уже просто прям реально топ из топов. Топ из топов, вот так вот скажем. Да. И, конечно, этот титул хотят все. Все. Ну, как ни крути, скажи. И вот у меня, например, вот именно незакрытый гештальт относительно волосков. То есть я получала награды за все зоны, то есть и стрелка с растушевкой у меня есть, ну, как бы призовое И у место. меня. И да, и губы первые есть, и брови есть. А вот волоски прям незакрытый гештальт. При том, что я сейчас настолько в них, как рыба в воде, я настолько их еще люблю, я прям получаю нереальный кайф даже просто от самой процедуры. Мгм. И вот как мне настроиться, тоже я вот сейчас работаю над собой, чтобы прийти, кайфануть на чемпионате, выиграть и поехать на мир и тоже выиграть. Давай с тобой Давай. пошлем в космос энергию. Все, мы победители. Мы вместе едем с тобой, да? Да. На финал. Все, Да. вместе едем. Договорились, Да, всё, договорились. Даже если не случится, поедем поддерживать Вот, наших. точно. Наших. Да. Я по-любому туда еду. Кстати, наверное, я Неважно. тоже в этом году тоже. Соревноваться, либо болеть за наших. Кстати, ты знаешь, первая моя поездка на ВУЛОП, именно финал в Турцию, была с моей ученицей. Представляешь, какая вообще меня гордость просто распирала. Моя ученица в Америке по волоскам занимает призовое место и говорит: поехали со мной, я тебя приглашаю. У меня там как раз тогда, по-моему, были какие-то такие условия, что они, по-моему, даже жили каждый сам в своем номере. Она говорит: тебе только билеты купить до Турции. Долететь только. Долететь. Я говорю: ну, у меня есть по моему, значит, статусу, я могу там кого-то с собой пригласить. Я приглашаю тебя как моего учителя, наставника. Это было, конечно, очень круто. Это правда, там такая атмосфера, столько стран, столько участников. Сколько энергии. Там энергия невероятная просто. Да. Нам туда надо. Нам туда надо. Простите. Но мы заряжены. Заряжены. В общем, решили, мы с тобой летим в Турцию. 100%. 100%. Слушай, знаешь, еще про что хотела поговорить? Про то, что вообще вот этот вот инстамир, как ты считаешь, вот он честный или нечестный? Да, вот мы проговорили с тобой про ретушь, про вот такое, скажем так, степень, ну, легкого такого обмана, да, который я, например, не отрицаю, потому что, ну, заретушировать кожу, там как-то красиво подать картинку, окей. Но когда вот этот успешный успех, вот он, мне кажется, такой триггер просто у всех. Как ты вообще на это смотришь? Мне кажется, это прям... Мне кажется, когда я начинаю об этом говорить, мне прилетает по шапке. Ага, давай я тогда поговорю. Да, я хочу, чтобы вот ты вообще ты веришь вот этому успешному успеху, этим 3 миллионам в месяц. О, да. Вот как ты вот к этому... Я уже по этому поводу высказывалась. Ты знаешь, я вообще, ну, ты знаешь, я вообще в прошлом юрист, и у меня такой достаточно структурированный мозг, и я на самом деле вообще про четкость. И когда я слышу, что я там, не знаю, миллиарды зарабатываю на перманенте, да, окей, может быть, какие-то крутые запуски онлайн, я в это верю. Но когда мне говорят, что сидя в студии, условно, на процедурах или там даже на каких-то обучениях ты зарабатываешь, ну нет, ну есть потолок. Плюс сейчас настолько много действительно крутых тренеров, крутых мастеров, которые тоже дают классные знания. И как? И каждый... Откуда столько тогда учеников? Скажите мне, пожалуйста. Мне кажется... Ну, я как бы даже мне не кажется, я просто даже знаю не понаслышке, что многие в Инстаграме просто показывают, что у них какие-то мастер-классы, они искусственно увеличивают количество людей, которые, понимаешь, якобы пришли к ним на мастер-класс, а на самом деле все совсем не так, и все очень печально. Да. И вот именно это, конечно, меня очень сильно смешит.
и меня уже это не триггерит, хотя, признаюсь честно, раньше я такая, знаешь, открываю Инстаграм, у нее там это, у этой там, не знаю, 20 человек на мастер-классе, базовые курсы каждый месяц, там, я не знаю, по 5, по 10 человек, чуть ли не по 200 тысяч человек, понимаешь, платят. Математика-то все знают, да? 5 на 200. О, у нее базовый курс 1 000 000, она заработала там с базового курса. Ну и сейчас я реально понимаю, что нет. Когда ты видишь вот эти вот ролики, в которых одни и те же лица, одни и те же кадры, и ты понимаешь, что все это, конечно, просто красивая картинка в Инстаграме, то да, ты понимаешь, что ну нет. Ну, смотри, это мы с тобой уже такие прошаренные и прекрасно понимаем, что это все просто фальшь, обман, и люди просто на себя пуха, да, цепляют Да, такого, да, и да, это просто раздутый какой-то мыльный пузырь. И, блин, но это триггерит молодежь, которые только-только пришли в этот мир. И они же этому верят. Вот что хочется вообще сказать вот молодежи? Ну, что делает там практически молодежь? Ну, допустим, даже полгода назад она выучилась на перманент. Она делает финт ушами и такая говорит, хочу учить. Ну, все, клиентов у меня мало. Да. И результатов особо нету. Ну вот я беру моделек, 6 часов вылизываю эту работу, показываю в инсте. Короче, надо теперь этому учить. Как заманить урок от Евгении Геращенко, как заманить к себе учеников. Ну, я просто хочу со стороны рассказать, как это все выглядит. Ну что, берется, во-первых, в аренду почасовая какая-нибудь крутейшая тачка. Да. Берем в аренду и катаемся на ней, говорим, что я полгода в перманенте. И пакетики из ЦУМа и ГУМа обязательно. Да. Пустые, с пустыми коробками. И все, и ты сидишь в этом своем ламборджини съемном каком-нибудь. А еще лучше уехать в какой-нибудь другой город, ну, чтобы в твоем городе, но в городе, в котором же берется эта машинка, знают же, что она арендная. Да, к сожалению. Поэтому ты можешь спалиться просто. Да, Палиться нельзя. да. Палиться нельзя. Уедь в соседний город, в какой-нибудь там ближайший на поезде ночку. Там все это сделай, да, вернись и как бы отсними весь контент, что все ты купил тачку, тра-та-та, на перманенте за полгода. Это мы с тобой понимаем, что это все вранье, но это работает на других. Ну, как бы, и это все. И молодежь должна все-таки понимать, у людей, у которых реально закрыты базовые потребности, они этим не кичатся. У людей, у которых, которые реально умеют и могут дать, кичатся только результатами. Вот на это стоит обратить огромное внимание. Да, вот. Они не кичатся полетами на вертолете, частных джетах и съемной тачкой. И в какой-нибудь гостишке или там в съемной квартирке красивой там показывать, как она живет. Мне кажется, мы больше хвастаемся. Ну, я прям говорю правду. Я тоже так считаю. Я хвастаюсь результатом. Вот я вчера пришла, провела мастер-класс. У нее месяц стажа работы. Она делала вот так. И вот я ей показала, и она мне сделала вот такую отработку. И вот и я покажу, и буду хвастаться, что вот такой вот она результат сделала. А когда там не показывают результаты учеников, не показывают учеников, которые есть, не отмечают учеников. Я отмечаю учеников, чтобы вот, кому интересно, вот конечно, он перешел, подписался, да. Месяц понаблюдал. А если там сдвиги? Сдвиги есть. Мне даже пишут, я понаблюдала за твоей ученицей, она так круто начала делать брови, она так круто начала губы, я тоже хочу так. Классно, классно. Согласна. Вот вообще этим... кейсы. Да. Кичиться кейсами, показывать хвастаться кейсами. Я тоже так считаю. Вот. А когда это начинается прокачка личного бренда на вот этом всем, на бабках, слушай. на бабосиках, бабосики. За деньги, да. Триггерить бабками,
это вообще мыльный пузырь. Ну, мне так кажется. Это, во-первых, а во-вторых, вот эти все сценарии прогревов, они уже, мне кажется, не работают. Тошнит, вот Вообще так тошнит, просто да. от прогревов. Поэтому я, например, как это сказать, завершая, наверное, и подводя итоги нашей с тобой сегодняшней встречи, хочу сказать, что фокусируйтесь на себе, не фокусируйтесь на ком-то. Вот мне кажется, вот прям как мы вот с тобой сегодня, да, поговорили о том, что фокусируйтесь на команде, фокусируйтесь на своем деле, фокусируйтесь на своей работе, на своих клиентах, на себе, на результате, на продукте. Фокусируйтесь в первую очередь на продукте. Согласна. Да. И, когда круто прокачан продукт, клиенты всегда будут, ученики всегда будут. У меня есть прям девиз. Да. Круто делай, круто будет. Во, класс. Круто делай, круто будет. Это 100%. Там даже не надо потом никаких этих напускных вещей делать. Просто делай крутейшие результаты, сарафанное радио будет просто работать на тебя. И также и с учениками, если уж хочется, если крутой продукт, ученики будут 100%, заметят. Есть, конечно, хитрости, как быстрее заметить. Это заметили. Понятно, нет. Вот мы как раз и говорили про эту медийность, и про участие в чемпионатах и в конгрессах. Да. Поэтому, если крутой продукт, обязательно заметят. Без крутого продукта это просто временное явление, временное, от которого произойдет разочарование, что у клиентов, если там пошли в тренерство, что у учеников, и слухи, репутация. Да, слухов у нас много. Слухов много. И сплетен Но тоже. сегодня не об этом. Не об этом. Не об этом.